Сейчас для меня стали притягательными наставления, данные мне личностью Бога Говинды, ибо они изобилуют поучениями, способными в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце. Could you just read first two paragraphs in purport? Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Арджуна говорит о наставлении Бхагавад-Гиты, которое Господь дал ему на поле битвы Курукшетра. Господь оставил после себя наставление Бхагавад-Гиты не только на благо одного Арджуны, но для всех времен и земель. Бхагавад-Гита, поведанная Верховной Личностью Бога, суть всей ведической мудрости. Сам Господь прекрасно изложил ее для тех, у кого мало времени для изучения всех обширных ведических писаний, Упанишад, Пуран, Веданты Сутры. Она включена в великий исторический эпос Махабхарату, произведение, специально предназначенное для не очень разумных людей, женщин, рабочих и недостойных потомков браманов, кшатриев и высших слоев вайшьев. Проблема, возникшая в сердце Арджуны на поле битвы Курукшетра, была разрешена наставлениями Бхагавад-Гиты. И вновь после того, как Господь скрылся от взора земных людей, Арджуна, столкнувшись с тем, что его сила и высокое положение навеки утрачены, захотел вспомнить великие наставления Бхагавад-Гиты, только чтобы показать всем, что к Бхагавад-Гите всегда можно обращаться в критические моменты. И не только за облегчением различных психических страданий, но и чтобы найти выход из больших затруднений, которые могут в критический момент поставить человека в тупик. Милостивый Господь оставил великое учение Бхагавад-Гиты, чтобы можно было получить наставление от Господа даже тогда, когда он не виден для материальных глаз. Материальные чувства не способны воспринимать Верховного Господа, но Господь может воплотиться с помощью своей непостижимой силы, используя для этого материю, которая также является одной из форм проявленной энергии Господа, так, чтобы обусловленные души могли воспринимать его с помощью своих чувств. Таким образом, Бхагавад-Гита или любой другой звуковой образ Господа, явленный в словах истинных писаний, также является его воплощением. Нет никакой разницы между звуковым образом Господа и самим Господом. Из Бхагавад-Гиты можно извлечь то же благо, какое Арджуна получил от личного общения с ним. Om Jnana Timirandasya Ниранджана Свами Чакшо Анмиритам Дина Тасмай Шри Гурве Намаха Окам Кароти Вачалам Ангам Гаяти Гari Yadvipatамахам Ваде Шри Гуру Динатарам Нама Om Vishnu Vedaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanты Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanjari Vastajate Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes? I selected this verse today because I wanted to speak about the topic of the verse, but also about the topic related to it. Я выбрал сегодня этот текст для обсуждения, потому что хотел поговорить как о самом стихе, его содержании, также об одной теме, которая с ним связана. I've spoken about this topic a few times in the recent past, and I think it's an important topic to discuss, especially this year. На протяжении последнего времени часто на эту тему говорю и думаю, что это очень важная тема для обсуждения, особенно в этом году. In this verse, it's spoken by Arjuna, who is remembering the instructions he received from Krishna on the battlefield of Kurukshetra, which was the basis of Bhagavad-Gita. Это стих произносит Арджуна, который вспоминает о наставлениях, данных им Господу Кришне на Бхагавад-Гите на поле битвы Курукшетра. Они стали основой Бхагавад-Гиты. The setting of this particular verse is when Arjuna had just returned
from Dwarka to Hastinapur. Арджуна только что вернулся из Двараки в Хастинапур. И вот это контекст этого стиха. He had been away for several months, and his brother Yudhishthira Maharaj, who was the emperor of the world, was waiting impatiently for him to return. Он отсутствовал несколько месяцев кряду, и его брат Махараджа Юдхиштхира, который был императором всего мира, с нетерпением ждал его возвращения. This conversation took place after the battle of Kurukshetra. Эта беседа между ними состоялась после битвы на Курукшетре, which, as we know, was the setting where Bhagavad-Gita was spoken by Krishna to Arjuna. Именно на поле битвы Курукшетра, как мы знаем, и была поведана Бхагавад-Гита Кришна Арджуне. And Arjuna, when he returned, Yudhishthira Maharaj was looking at his appearance, and he was concerned because he was thinking that it's possible that Arjuna is looking so dejected because it's possible that Krishna had departed, had left the planet. И когда Арджуна вернулся из Двараки в Хастинапуру, то Юдхиштхира заметил, что в нем не было лица буквально, и он очень беспокоился этой переменой во внешности Арджуны, потому что подумал, что Арджуна такой огорченный, потому что Кришна ушел из этого мира. And just prior to Arjuna's return, Yudhishthira Maharaj was actually taking note of many inauspicious omens which seemed to indicate that something inauspicious had happened, and possibly it could have been that Krishna had departed. Еще до того, как Арджуна вернулся в Хастинапуру, Юдхиштхира Махарадж стал замечать различные неблагоприятные знамения и признаки, которые могли указывать на то, что произошло что-то очень неблагоприятное, и, может быть, даже то, что Господь ушел из этого мира. So when he saw Arjuna externally appearing to be very dejected, he began, I guess you could say, speculating what were the various reasons for his causes, for his feeling dejected. И поскольку, когда Арджуна вернулся, на нем буквально не было лица от огорчения, то Юдхиштхира стал строить разные домыслы о том, что могло послужить причиной для такого уныния Арджуны. And the reason why he came out with all these possible scenarios is because he also didn't want to directly confront the possibility that Krishna had departed. И причина, по которой он строил все эти различные домыслы, одна из них была в том, что он не хотел ни в коем случае даже предполагать, что Кришна мог уйти из этого мира, и поэтому пытался найти другие причины. So he asked one question after another, very closely observing the face of his brother and noticing that his brother's face didn't change. Он задавал один вопрос за другим, наблюдая очень пристально за выражением лица своего брата, но отметил, что выражение лица у Арджуны не менялось. Each time he presented a possible reason for his feelings of lamentation. Каждый раз, когда он выдвигал еще одну догадку о том, что могло послужить причиной уныния Арджуны. So then, finally, the last question he asked him, is it possible that your friend, Lord Krishna, has departed, and that is why you appeared the way you are looking today? И потом в конце Арджуна Юдхиштхира выдвинул последнее предположение. Неужели твой друг Кришна ушел из этого мира, и поэтому ты выглядишь таким унылым? And then Arjuna went on to explain that, yes, the source of my strength, the source of your strength, the source of so much strength that all of us had, has departed from this world. И Арджуна сказал, да, именно в этом причина, источник моей силы, твоей силы и силы всех нас ушел из этого мира. And his experience of lamentation, of course, is that he was feeling that now that Krishna has gone, what purpose is there? И причина его уныния заключалась в отсутствии понимания цели теперь, когда Кришна ушел из этого мира. In his presence, I was able to perform such great Herculean tasks that could have never been possible to perform without the strength that was given to me simply by his presence. И Арджуна сказал, что когда Господь Кришна присутствовал, то своим присутствием Он вдыхал в меня такую силу, что я мог вершить удивительные геркулесовые подвиги, которые невозможны без его участия.
It was due to Krishna's presence in the battlefield of Kурирует and the instructions that he had given to him that Arjuna realized that gave him the strength to defeat his opponents in battle. Именно благодаря присутствию Кришны на поле битвы Курукшетры, а также благодаря наставлениям, которые Кришна дал Арджуне перед битвой, Арджуна смог победить всех своих соперников в этом сражении. And in this verse, which is the last thing he speaks on this topic, he's specifically stating that now I'm attracted to those instructions which were imparted to me by Krishna. Но сейчас, это последний стих, который произносит Арджуна, он признается ему, что для него стали притягательными наставления, которые были даны ему личностью Бога Говинды. Because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. Потому что они изобилуют поучениями, способными в любое обстоятельство, в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце. In other words, Arjuna realized that, okay, Krishna has gone, source of strength, source of my ability, everything that gave meaning to my existence in this world is no longer here. Now I have to take shelter in what he gave me. Арджуна понимает, что теперь, когда источник моей силы, источник моего знания, понимания в этом мире ушел, теперь я должен принять прибежище в его наставлениях. And Srila Prabhupada in his commentary, he makes a very important point that the instructions that Krishna left behind for Arjuna were not only for Arjuna's benefit, but they were for the benefit of all mankind, also for all time and all space. И Шрила Прабхупада в своем комментарии подчеркивает очень важный момент, который заключается в том, что наставления, данные Кришне и Арджуне, предназначались не только для блага Арджуны, но и на благо всех людей во все времена и в любых обстоятельствах. And just as Arjuna was able to take shelter of those instructions, remember those instructions, and find strength in remembering those instructions, any human being can take advantage of those same instructions and derive the same benefit. И точно так же, как Арджуна мог помнить эти наставления, принимать прибежище в этих наставлениях и черпать в них свою силу, точно так же с этими наставлениями, такое же благо из этих наставлений могут получить все другие. Because after all, that is the reason why Krishna spoke Bhagavad-Gita. Потому что именно по этой причине Кришна поведал Бхагавад-Гиту. He explains right to Arjuna on the battlefield that whenever he appears for various reasons, and some of those reasons are to deliver those who are pious, to annihilate the miscreants, and to reestablish religious principles. Потому что Кришна рассказывает Арджуне различные причины, по которым дает ему наставления. И одна из причин, о которой говорит Кришна, это то, что он не сходит сюда, чтобы защитить праведников, уничтожить злодеев, а также для того, чтобы восстановить религиозные принципы, которые приходят в упадок. And Arjuna, who is an eternal associate of the Lord, he actually comes to this world and descends specifically so that Krishna can speak these instructions to him. И Арджуна, как вечный спутник Господа, также приходит в этот мир специально для того, чтобы Господь мог передать эти наставления ему. And leave his instructions behind for all humankind. И оставить эти наставления для всего человечества. Because as Srila Prabhupada points out in the commentary, they were compiled in the Vedic literatures by Srila Vyasadeva, and they were after compiled, they were made available to all human beings for this purpose. И как Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, именно ради этой цели эти наставления были записаны Шрилой Вьясадевой, автором ведических писаний. Prabhupada said here, he said that Arjuna wanted again to remember the great teachings of Bhagavad-Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad-Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of great entanglements, which may embarrass one in some critical hour. Шрила Прабхупада говорит об этом. Арджуна захотел вспомнить великие наставления Бхагавад-Гиты только для того, чтобы показать всем, что в Бхагавад-Гите всегда можно обращаться в критические моменты, и не только за облегчением различных психических страданий, но и чтобы найти выход из больших затруднений, которые могут в критический час поставить человека в тупик. And factually, many people, even 5,000 years later,
can give testimony to the fact that it was Krishna's words in Bhagavad-Gita which was transformational for them in their own lives. И теперь, 5000 лет спустя, многие люди могут под собственным опытом подтвердить, что наставления Господа Кришны Арджуне сыграли такую преображающую роль в их собственной жизни. This is not simply my own subjective experience, but I'm sure if I were to ask how many people here lives were changed by reading Bhagavad-Gita as it is, I think I would see a few hands. И я могу об этом сказать не только опираясь на свой собственный субъективный опыт, но если бы я спросил у присутствующих, а сколько из вас также почувствовали на своем примере эту силу или воздействие, преображающее в вашей жизни наставление Бхагавад-Гиты, то наверняка некоторые из вас подняли бы руки также. Может быть, я должен спросить. Давайте спросим, сколько из вас почувствовали, как поменялась ваша жизнь от наставления Бхагавад-Гиты? It's not just sentiment. Это не какие-то сентименты. It's a reality. Это реальность. I can say, with all honesty, that I would not be sitting here today speaking to all of you if I didn't pick up Bhagavad-Gita as it is in a bookstore in 1972. Я могу вам со всей честностью признаться, что я бы сейчас перед вами не сидел и не рассказывал вам ничего здесь, если бы в 1972 году я не зашел бы в книжный магазин и взял бы с полки Бхагавад-Гиту. It was my first contact with Krishna. Well, it wasn't my first contact with Bhagavad-Gita. Это было мое первое соприкосновение с Бхагавад-Гитой. My first contact with Bhagavad-Gita was probably about 2 years prior to that, but that Bhagavad-Gita didn't do anything to me. You mean, was your first contact with Bhagavad-Gita as it is? No, my first contact with Bhagavad-Gita by issue, I can't remember the author's term, was about 1970, I think it was. Но на самом деле мое первое соприкосновение с Бхагавад-Гитой было в 1970 году. And that didn't really change my life. Но та Бхагавад-Гита меня ничуть не поменяла. I had read many philosophy books from the years 1969 to 1972. Я очень много книг перечитывал по философии 69 по 72 годы. And but they didn't really transform my way of thinking as much as Bhagavad-Gita as it is. Но на мировоззрение те философские книги, которые я читал тогда, не повлияли так сильно, как повлияла на меня Бхагавад-Гита, как она есть. So the point is that Krishna's words brought great solace to the heart. Суть в том, что слова Кришны приносят огромное утешение сердцу. Although at that particular time I was not really in such great distress. Хотя в то время, когда я познакомился с ней, нельзя сказать, что я был в слишком большом беспокойстве. In fact, by external standards at that time, most people could actually think that I was a pretty happy guy. Наверняка, если судить обо мне в то время по внешним признакам, то многие люди бы подумали, что я был очень счастливым. As most of you know, I was a free spirit, a hippie. Что я тогда жил свободной жизнью, как хиппи, как большинство из вас знает. And although I had a job, I worked. Работал на работе при этом. I was a carpenter. Я работал плотником. And I used to build houses. И строил дома. And but nonetheless, something was missing. Но чего-то в моей жизни не хватало. And reading Bhagavad-Gita as it is seemed to compensate for what I was missing. И когда я познакомился с Бхагавад-Гитой, как она есть, то она внесла этот недостающий элемент в мою жизнь. And many people, I'm sure, will testify of having a similar experience from coming in contact with Bhagavad-Gita, which were Krishna's words. Многие наверняка могут подтвердить тот же самый опыт на примере своей жизни, когда они встретились со словами Кришны в Бхагавад-Гите. So just as Arjuna was able to derive strength, a purpose, a meaning, although Krishna had left, he was able to derive that by remembering those instructions 5,000 years ago. In the same way, even in modern society, human beings who have endowed with sufficient intelligence
can also derive the same benefit by coming in contact with Krishna's words. Точно так же, как тогда, 5000 лет назад, Арджуна смог, благодаря словам Кришны в Бхагавад-Гите, которые он вспоминал, обрести снова свою силу, свое могущество и свое влияние. Точно так же в современном обществе люди, которые обладают достаточно широким видением на мир, могут обрести то же самое благо, читая Бхагавад-Гиту, как она есть. Now, of course, another point that I feel necessary to bring to light is it's not only that Krishna's words which are enlightening, but we find that the commentaries that were given by Srila Prabhupada are also enlightening. И мы также должны сказать здесь, что не только сами слова Кришны обладают такой просветляющей нас силой, но и слова Шрилы Прабхупады в комментарии к этим стихам. And if it weren't for those commentaries, maybe we may not have gotten the same impact from Bhagavad-Gita as at least myself, as I did from reading those commentaries. Если бы не эти комментарии, то, наверное, слова Кришны отдельно сами по себе не повлияли бы на нашу жизнь так сильно, как повлияли они, сопровождаемые словами Шрилы Прабхупады и его комментариев. Because as I said, I read Bhagavad-Gita in 1970. Потому что, как я уже сказал, с Бхагавад-Гитой я уже был знаком в 70-м году. I was in college. We were told to read different books. I was studying philosophy. One book I read was Bhagavad-Gita. Потому что я в то время учился в колледже, и нам сказали читать книги по философии. Одна из этих книг в списке необходимой литературы была Бхагавад-Гита. But that Bhagavad-Gita didn't do anything to me. Но никакого влияния на меня та Бхагавад-Гита не произвела. Well, it maybe helped me to pass my course. По крайней мере, может быть, она помогла мне сдать экзамен после курса философии. Because I said I read it. Потому что я сказал, что я ее прочитал. But that was about it. Вот и все. And but when I read Bhagavad-Gita again with Srila Prabhupada's commentaries, completely different perspective. Но когда я прочитал Бхагавад-Гиту снова с комментариями Шрилы Прабхупады, то посмотрел на нее совсем по-другому. The instructions that were given by Krishna all of a sudden seemed to come out in a very meaningful way and were very compelling. И те наставления, которые теперь в свете комментариев Шрилы Прабхупады звучали на страницах Бхагавад-Гиты, стали очень убедительными для меня. And again, I'm sure, as asked the same question, many other people will testify of having the same experience. И уверен, тот же самый опыт можно подтвердить на примере многих из вас. Now, why am I speaking about these points? And now I'm going to get to that. Почему я об этом всем говорю? И сейчас я объясню. The reason why I'm speaking about these points is because this year is 2016, which is the 50th year of the beginning of the International Society for Krishna Consciousness. Потому что сейчас на дворе стоит 2016 год. В этот год мы отмечаем 50-летие со дня основания движения сознания Кришны. Which was incorporated, as many of you know, in 1966 in New York. Многие из вас знают, что основано было это общество в Нью-Йорке в 1966 году. And as we also know that His Divine Grace Srila Prabhupada went to New York on the order of his spiritual master to bring Krishna consciousness to the Western world. И многие из вас знают, что Шрила Прабхупада, его божественный Шрила Прабхупада, основатель этого движения, приехал в Америку, движимый наказом своего духовного учителя, чтобы начать это движение. And one of his primary objectives in going to the Western world on the order of his spiritual master was to bring Krishna conscious literature and to make it accessible to the people who previously had no opportunity to come in contact with it. И одной из целей, которую поставил перед Шрилой Прабхупадой его духовный учитель, было принести в западный мир эту литературу или книги о сознании Кришны, чтобы познакомить с ними западных людей, которые доселе не были с ним знакомы. Srila Prabhupada had brought the first canto of Srimad Bhagavatam, which he worked very laboriously on for quite some time prior to his departure from India. Шрила Прабхупада привез с собой первую песню Шримад Бхагаватам, над переводом, который он трудился в течение очень долгого времени, неустанно, прежде чем приехать в Америку из Индии. He had his manuscript of Bhagavad-Gita in New York, which he wanted to publish in New York, but unfortunately it was stolen. Он также привез с собой рукопись Бхагавад-Гиты в Нью-Йорк, рассчитывая опубликовать ее в Нью-Йорке, но, к сожалению, эту рукопись похитили. And had to do it again and then publish it later. И ему пришлось начать работу над этой рукописью заново, чтобы в конце концов опубликовать ее несколько позже. So his primary purpose, which
he told many of the devotees was to execute the order of his Guru Maharaj. И как Шрила Прабхупада сам часто говорил своим преданным, его главная цель была выполнить наказ своего духовного учителя. Which were to make the teachings of Lord Krishna accessible all over the world. Наказ, который заключался в том, чтобы сделать доступным учение Господа Кришны всему миру. And after gathering a few followers in New York, gradually in due course of time, he began to reveal his mission to the devotees who became his followers. Со временем у него появилось несколько последователей в Нью-Йорке, и через какое-то время Шрила Прабхупада открыл им цель своей миссии. Although, honestly speaking, if you study the historical account of Srila Prabhupada's establishment of ISKCON in 1966, it appears that most people at that time were almost clueless as to what Srila Prabhupada's mission was. Которая заключалась в том, чтобы установить сознание Кришны. Однако, читая эти описания, воспоминания о тех годах, когда Шрила Прабхупада в начале 1966 году только начинал свое движение, то мы можем узнать о том, что большинство его последователей миссия Шрилы Прабхупады по установлению сознания Кришны оставалась совершенно неизвестной. They were clueless because Srila Prabhupada didn't come out right away and explain exactly everything, what was purpose of why he was there. Они оставались в неведении об истинной цели его миссии, потому что сам Шрила Прабхупада об этом не так уж широко говорил. It's not that he was being duplicitous or deceitful by not disclosing everything. Он, конечно же, не был лицемерным с ними, не обманывал их, не рассказывал им всего сразу. He was executing the order of his spiritual master, so there's no question of duplicitousness or deceit. Он исполнял наказ своего духовного учителя, поэтому не могло идти речь о том, что он провел какое-то лицемерие или обман по отношению к другим в этом. And the order of the spiritual master was to give Krishna to others. И наказом его духовного учителя было давать Кришну другим. And that he did with perfect transparency and clarity. И он занимался этим, и его миссия была совершенно ясной и совершенно прозрачной в этом смысле. As we oftentimes give the example, Srila Prabhupada accomplished something which, if we look at it now, was inconceivable. It's practically inconceivable, impossible. И на самом деле сейчас, смотря на это в ретроспективе, мы можем понять, что миссия, которая осуществила Шрила Прабхупада, была практически невыполнимой и абсолютно невозможной. And in fact, as we know, the spiritual master of Madhava Mohan Das, Mukunda Goswami, wrote a book called The Miracle on Second Avenue. И вот Мукунда Госвами, духовный учитель Мадхава Мохана Даса, написал книгу, которая называлась «Чудо на 22-й авеню», 26-й авеню. «Чудо на 2-й авеню», прошу прощения. Describing it, what took place in that little storefront in 1966 was a miracle, nothing less. И он описывает в этой книге, что то, что произошло тогда в этом небольшом магазинчике на 2-й авеню в 1966 году, было настоящим чудом, ничем меньше. And as I oftentimes explained, at least my own understanding of what took place, although I didn't come till a few years later, is that it was a miracle because Prabhupada came to establish Krishna as the supreme authority. Именно такое же наблюдение было и у меня, хотя я пришел несколькими годами позже, не в 1966 году, а позже, но тем не менее я также видел это, зрел это чудо, потому что Шрила Прабхупада приехал на Запад, приехал в Америку для того, чтобы всем доказать, что Кришна является высшим авторитетом. To a group of people who wouldn't even accept the word, the existence of the word authority in their life. Шрила Прабхупада сумел втолковать это, убедить в этом людей, для которых само слово авторитет было табу. Они не могли принять это слово, и оно не существовало в их лексиконе. These are the people who came to hear Srila Prabhupada. И вот эти люди приходили слушать Шрилу Прабхупаду. And I know I was part of that culture. Я знаю, я был частью этой культуры. And the culture, the hippie culture, was, to reject all kinds of authority. И культура хиппи заключалась в том, чтобы отвергать любые авторитеты. We were rejecting the authority of values of materialistic society. Мы отвергали авторитеты материалистичного общества. Rejecting political leaders because I know in those years there was a war going on in the United States, and
we were all objecting to the war in Vietnam at that time. Мы отвергали авторитет политических лидеров, потому что в то время США вели войну во Вьетнаме, мы все очень хорошо знали об этом. We were watching our friends going off to a senseless war and not coming back. И на наших глазах наши друзья уезжали на эту бессмысленную войну и не возвращались обратно. Rejecting authority of parents. Мы отвергали авторитет родителей. It was a rebellious time. Потому что мы были бунтарями, были бунтарские времена были. And the people who were coming to hear Srila Prabhupada were actually all part of that counterculture. И люди, которые приходили слушать Шрилу Прабхупаду, в то время все они практически были частью этой контркультуры. And try to put that, look at the scenario, try to put those two elements together. И попытайтесь совместить эти два элемента общей картины воедино. Here you have an ambassador from the spiritual world who represents the highest authority. С одной стороны, представитель духовного мира, посол духовного мира, который представляет наивысший авторитет. And who speaks in a very authoritative way because he doesn't compromise. И который так и говорит, очень авторитетно, и идет ни на какие компромиссы с этим. There's an expression in English, he doesn't mince words. То есть, другими словами, Шрила Прабхупада, как бы он говорил совершенно честно и не бескомпромиссно. Так, есть такое высказывание на русском, на английском языке, mince words. Sorry. I mince words. So he was uncompromising in speaking about Krishna's words in Bhagavad-Gita, that this is Krishna speaking. И он говорил совершенно прямо и недвусмысленно. Это слова Кришны в Бхагавад-Гите, это сам Кришна говорит. And Krishna is the absolute truth. Кришна абсолютная истина. There is no authority greater than him. Нет более высокого, высшего авторитета, чем он. And if you follow his authority, your life will become happy. Если будете следовать его авторитету, то ваша жизнь станет счастливой. And these people, just authority. И слово авторитет резало слух этим людям. But they didn't leave. Но они при этом не уходили. And why didn't they leave? Почему они не уходили? They didn't leave because Srila Prabhupada was somebody, and I experienced this by my few times I saw him, and hearing about him, he was so genuine. И они не уходили потому, как они могли сами заметить, и как я также видел лично, опираясь на несколько случаев личного общения со Шрилой Прабхупадой, что Шрила Прабхупада был очень подлинным, настоящим. Genuine meaning that whatever he said, Krishna said one should do, he was doing. Он был подлинным в том смысле, что что бы он ни говорил, что нужно было делать, ссылаясь на слова Кришны, он делал то же самое. You couldn't find any contradiction. И не было какого-то противоречия между тем, что он говорил, и тем, что он делал сам. And that was attractive. Это было очень привлекательно. And not only was there no contradiction in his behavior and what Krishna was saying to do, И не только не было никакого противоречия между тем, что Кришна говорил делайте, и поведением самого Шрилы Прабхупады. but Srila Prabhupada was very kind in the way he dispensed this knowledge. Но Шрила Прабхупада был также очень щедр в раздаче этого знания другим. He didn't force it down people's throats. Он был очень добр в этом, вернее, он не пытался это как-то насильно скормить людям. He would oftentimes quote the verse, Yena tena prakarina mana Krishna naveshya. It is the duty of a bona fide spiritual master to somehow or other get the disciple to think of Krishna. Он часто цитировал этот стих, в котором говорится, что так или иначе обязанностью духовного учителя является побудить своих учеников думать о Кришне. And all the rules and regulations, they'll come later. А все остальные правила предписания придут позже. First, one actually has to have faith that in Krishna. Вначале нужно просто иметь веру в Кришну. And the best way to have faith in Krishna is when you see somebody who has complete faith in Krishna and does everything according to Krishna's instructions. Но самый лучший способ развить веру в Кришну — это видеть воочию человека, который имеет такую веру в Кришну, полную веру в Кришну, делает все в соответствии с наставлениями Кришны сам. Srila Prabhupada came to awaken faith not only by giving Krishna's instructions but by his example. И Шрила Прабхупада приехал дать нам эту веру не только передавая наставления Кришны, но и на своем личном примере. In fact, Prabhupada oftentimes would say that example is even more important than precept.
И Шрила Прабхупада часто повторял, что поведение человека или его личный пример гораздо громче, чем слова, которые он говорит. Right in the Bhagavad-Gita, Krishna says, Yad yada charati shreshtashtha tari veturojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. That whatever actions are performed by great men, common men will follow in his footsteps, and whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. И Шрила Прабхупада часто читал этот стих из Бхагавад-Гиты, в котором говорится, «Я веда чара сиштиска», что как бы ни вел себя великий человек, обычно люди будут следовать ему, какие бы стандарты он не задавал своим поведением, эти стандарты будут также принимать и следовать им весь мир. That is Krishna himself saying, yes, that whatever great people do, other people will follow in their footsteps. Так говорит сам Кришна, что бы ни делал великий человек и великие люди, остальные будут следовать за ним. And whatever standard behavior they set, then other people, when they see how satisfied that person is by following that standard, they may be inclined to follow it. И когда другие люди видят, как это такой великий человек или великие личности задают определенные стандарты своим поведением, но при этом они очень счастливы, то привлеченные этим, они будут действовать точно так же. So Srila Prabhupada set the ideal example. И поэтому Шрила Прабхупада явил идеальный пример. In fact, one of the things that Prabhupada writes in the Srimad Bhagavatam, something that he writes that I find to be very attractive, in the 5th canto commentary. В песне Шримад Бхагаватам в комментарии Шрила Прабхупада пишет, и эти слова очень привлекательны для меня. He says the symptom of a person who is not envious is that he's liberal with others, but he's strict with himself. Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии, что признаком человека свободного от зависти является то, что он очень строг с собой и очень великодушен к другим. In other words, he's liberal because he doesn't force them. Он так либерален по отношению к другим, это означает, что он не заставляет их, не принуждает их ничем. Just as Srila Prabhupada didn't force the people who came to hear him in 1966. Как Шрила Прабхупада никогда не принуждал ни к чему тех, кто пришел к нему в 1966 году. Didn't force them that you have to surrender to Krishna. Он не заставлял, вы должны предаться Кришне. In fact, Prabhupada never even really disclosed in the beginning that he was even a guru. Более того, в самом начале Прабхупада никогда не говорил о том, что он вообще гуру. He just said what a guru is. Он просто описывал, кто такой гуру. But he didn't say, I'm guru, you should surrender to Но он me. не говорил, вот я гуру, предайтесь мне. Listen to all his lectures, he never said that. Вы можете переслушать все его лекции. Most of the people who heard him, they were clueless. Who is this Swami? Он ни разу об этом не обмолвился, и большинство его слушателей вообще не знали, кто такой этот Свами. Gradually they began to realize, Swamiji's guru. И постепенно до них стало доходить, что Свами же это, оказывается, гуру. They put two and two together. Prabhupada was talking about what is a guru, and Prabhupada was doing everything that Krishna says a guru should do. And gradually they began to put two and two together. Swamiji's a guru. Потому что, то есть они как бы 2 плюс 2 сложили и пришли к такому выводу. Потому что Шрила Прабхупада говорил, кто такой гуру, в соответствии со словами Кришны, который описывал, как гуру должен себя вести. При этом вел себя точно так же. И постепенно эти люди стали приходить к гуру. И подождите, как с вами похоже гуру. He never said, oh, you improperly behaved hippies, you should surrender to me, I'm a guru. Он не говорил, вы невоспитанные хиппи, вы должны предаться мне и служить мне, я же гуру. He just said what Krishna says. Нет, он просто повторял слова Кришны. And because he embodied what Krishna says, people were attracted. Поскольку он воплощал в себе то, что говорил Кришна, это было очень привлекательно в глазах людей. Why did they reject authority so much? It's because they had no trust in authority. Почему они так последовательно, непримиримо отвергали авторитеты? Потому что у них не было никакой веры или доверия к авторитетам. Because they're used to having authorities as people who force things down people's throat, but who behave in a completely different way. Потому что то понимание авторитета, которое сложилось у них, было в том, что это какие-то люди, которые все нас принуждают к чему-то, но ведут себя совершенно иначе. It's a symptom of the age of Kali. И это признак века Кали. Symptom of the age of Kali is hypocrisy. Признаком века Кали является лицемерие. People say one thing, but in closed doors they're doing something else. Люди говорят публично одно, а за закрытыми дверями делают что-то другое. So obviously there's a good reason why thoughtful people will start beginning to reject authority. Именно поэтому есть все основания для таких здравомыслящих людей отвергать такого рода авторитеты. I was thoughtful. Я был таким мыслящим человеком.
But I also had this reject authority complex. Но у меня также был комплекс, я также хотел отвергать авторитеты. And I tried to find it in reading so many different books on different philosophies. And I tried to find authority. Yes. Я пытался найти авторитет, читая различные книги по философии. But every time I read different books on philosophy, I didn't find anything so compelling to fully embrace and accept. Но каждый раз, закрывая прочитанную книгу по философии, я не находил ничего убедительного, что побудило бы меня следовать ей. But Srila Prabhupada, he had a way of being an authority that you could accept. Но Шрила Прабхупада умел быть таким авторитетом, которого вы сами принимали. And that's why so many people who came in those early days were so attracted to him, because he was just genuine. И именно поэтому так многие люди привлекались им в те ранние годы и приходили к нему, присоединялись к нему, потому что он был таким настоящим и подлинным. There's another expression in English, he walked his talk. Также есть выражение в английском языке, которое на русский можно перевести, его слова не расходились с делом. What he said, he did. Он делал то, что говорил. If he said chant Hare Krishna, he was chanting Hare Krishna. Он говорил, но повторяйте Харе Кришна, сам повторял Харе Кришна. In fact, Mukunda Maharaj, he writes in the Miracle on 2nd Avenue his own experience of one time how Swamiji, he was woken up at 2:30 in the morning with Swamiji chanting in the next room. И Мукунда Махарадж вспоминает в своей книге, которая называется «Чури на второй авеню», как однажды он проснулся в 2:30 утра, потому что Свамиджи, который жил в соседней комнате за стенкой, повторял джапу. Most of his followers, actually, even at that time, they didn't even know anything about chanting 16 rounds. В то время большинство его последователей вообще ничего не знали даже о необходимости повторять 16 кругов в день. Prabhupada hadn't even introduced it yet. Он даже это не ввел в практику тогда. They didn't even have japa beads. Just around that time, Prabhupada was getting them to string their own beads. У них у большинства не было даже этих четок, и Прабхупада просил их, особенно некоторых из них, нанизывать свои собственные четки. And some of his followers went up with Prabhupada to Dr. Mishra's ashram, and Prabhupada was supposed to be giving a program. Некоторые из его последователей приехали в ашрам доктора Мишры, где Прабхупада должен был провести программу. And they were accustomed to not getting up very early in the morning. There was no such thing as for the followers of Prabhupada. They didn't know what ashram life was all about. И они оказались в ашраме доктора Мишры, то они, оказалось, не знали о том, в чем заключается жизнь. В ашраме большинство последователей Прабхупады не вставали рано утром. So Mukunda Maharaj writes how he was in the room sleeping, and all of a sudden he's woken up. He goes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. In the next room, Prabhupada's chanting japa. Вот Мукунда Махарадж вспоминает, он жил в соседней комнате со Шрилой Прабхупадой, и вдруг в 2:30 утра он проснулся от того, что Прабхупада повторял джапу за стенкой. Then 1 hour, 2 hours passes. What is this? It's going on. Он никак не мог уснуть от этого звука. Час, тянулся второй, настал третий, и все это не прекращалось. Он говорил, что это такое? He was chanting, Prabhupada was chanting Hare Krishna every morning very attentively, in deep contemplative mood, meditation. Чем он там занимается? И Прабхупада читал джапу, очень глубоко погружаясь и сосредотачиваясь на звуке. But he hadn't revealed any of that yet to his followers. Но к тому времени он никому из своих последователей ничего об этом не говорил. He didn't come out with it all at once. Он не представил им все это сразу. A lot he didn't come out with all at once. Он постепенно. There was a lot that he didn't come out with all at once. И очень много есть того, чего он не представил сразу. In fact, it wasn't even until a few years later, the time when I started to come around, when Prabhupada started to come out with the importance of publication and distribution of his books globally. И на самом деле прошло еще несколько лет, прежде чем, как раз в то время, когда я присоединился, прежде чем Прабхупада стал говорить своим ученикам о необходимости повсеместно распространять по всему миру книги Шрилы Прабхупады. In fact, it just made me think. I won't digress. I think it's relevant. Я не отвлекусь от темы, но я думаю, что это очень актуально сейчас, уместно. But this morning I was reading a letter that Prabhupada wrote to my temple president in December 1972. Одно письмо, которое Шрила Прабхупада написал моему президенту храма в декабре 1972 года. And
That was practically right at the time when I visited the temple. Это письмо было написано президенту моего храма как раз тогда, когда он стал приходить в храм. And Prabhupada wrote in the letter, he said, I beg to acknowledge receipt of your letter dated December 7th, 1972. Шрила пишет в своем письме президенту храма, что я получил твое письмо от 7 декабря 1972 года. And I am so much pleased to hear from you that book distribution has increased 5 times than before. Я очень рад известию от тебя, что распространение книг увеличилось в 5 раз за это время. Similarly, I've heard from Chicago and other places that they are increasing 5 times. They are increasing 5 times than before. И точно такие же результаты пятикратного увеличения распространения книг поступают из Чикаго и других центров. That is very encouraging to me. Меня это очень воодушевляет. I can understand, very much enthusiastic to endeavor big things on Krishna's behalf. Я могу понять из этого, что ты горишь энтузиазмом делать масштабные вещи для Кришны. And all of the new students there at Boston Center are also feeling enthusiasm from your example. И что ты задаешь пример всем другим нашим новым студентам, которые живут в нашем храме в Бостоне. That is the business of a leader. Вот так должен вести себя лидер. He must be himself always enthusiastic and inspire others to be always enthusiastic. Он должен сам гореть энтузиазмом, вдохновлять на энтузиазм других. Then he's a real leader. Вот тогда он настоящий лидер. And that enthusiastic mood is maintained when everyone is always, without fail, chanting 16 rounds daily. А поддерживать такой дух энтузиазма можно, если все без исключения каждый день повторяют 16 кругов джапа. Rising early for Mangalarti. Поднимаются рано утром на Мангаларати. Reading books. Читают книги. Preaching. Проповедуют. In this way, by observing strictly the regulative principles of devotional life, that enthusiasm or great eagerness to have Krishna will come out. И таким образом, строго следуя наставлениям, принципам преданного служения, мы можем проявить энтузиазм или и горячее желание иметь Кришну, оно само по себе проявится. Есть много всего в этом письме, но I just happened to be reading it this morning. Сегодня утром я читал это письмо и подумал. I read it a long time ago, but I never realized that was a letter that Prabhupada wrote right at the time I visited the temple for the first time. Я читал это письмо раньше, но только сейчас до меня дошло, что это письмо было написано Прабхупадой как раз тогда, когда стал приходить в храм. And Srila Prabhupada was starting to come out with, right at that time was the very first year when there was a massive increase of the publication and distribution of his books. Именно 72 год был годом, который был знаменован очень сильным увеличением количества распространяемых преданными книг Шрилы Прабхупады. As Prabhupada said, I'm very happy to hear that you've increased 5 times. Прабхупада пишет здесь: я очень рад, что это пятикратное увеличение количества распространенных книг в вашем центре. So he came out later with a lot of the things that he had already planned. Шрила Прабхупада позднее сообщил всем нам о том, что он давным-давно планировал. As we know, there was that well-known story of Srila Prabhupada sitting on a park bench in New York. I think it was in 1966. Есть известная история про Шрилу Прабхупаду, который сидел на скамейке в парке в Нью-Йорке в 1966 году. The man later came out and revealed that he remembered Swamiji from that conversation he had on the park bench in 1966. И к нему подсел один человек на скамейку, у них завязался разговор со Шрилой Прабхупадой, и позднее этот человек вспоминал о своей беседе с ним. And Prabhupada was saying, there will be many temples. И Прабхупада говорил, будет очень много храмов, there will be many books. Много книг, there will be followers all over the world. И последователи будут по всему миру. The man was looking at this Swami who just had nothing. И этот человек смотрел на Свами и не мог поверить своим глазам, потому что у Свами вообще ничего не было тогда. All he had was a few books that he brought from India. Единственное, что у него было, это несколько книг, которые он с собой из Индии привез. Didn't even have a center at that time. В то времени еще не было даже центра. He was living in the Bowery. Он жил на Бауэре. Nothing. He was living in a loft in the Bowery. Он жил на чердаке в Бауэре. But Prabhupada was talking about there'll be temples, followers, and books all over the world. И Прабхупада говорил, будут последователи, будут храмы, книги по всему миру. He had a plan. У него был план. And it was Krishna's plan. Это был план Кришны. And this Chaitanya Charitamrita is Kali Kalira Dhamma Krishna Nam Sankirtan Krishna Shakti Vinanahi Tari Pravartana. That the fundamental religious principle in the age of Kali
is the congregational chanting of the holy names of the Lord. И как говорится в читании Чаритамрити, в этом стихе главным краеугольным принципом религиозной жизни века является повторение святых имен Кришны, совместное воспевание. Krishna Shakti Vininahaitana Pravartana. Unless one has Krishna Shakti, unless one is empowered by Krishna, it's not possible to spread Krishna and his teachings in the holy name all over the world. Но пока человек не получит особую полномочность энергии Кришны, Кришна Шакти, он не сможет распространить это учение Господа Кришны по всему миру. So one has to be invested with this potency, as we saw that Srila Prabhupada was invested with. Он тоже должен быть наделен таким могуществом, такой силой. И мы видели, что Прабхупада был именно так и наделен ею. The potency that was there by his example. Эта наделенность этой энергии была явственна из его личного примера. Prabhupada used to say, purity is the force. Прабхупада говорил, что чистота — это сила. Not stick, purity. Не палка, а чистота. If you want to be forceful, purity is the force. Если вы хотите быть сильным, необходимо иметь чистоту. Вот это будет силой. So his purity was the force. И вот его чистота была его силой. And therefore, Prabhupada was able to speak in a very convincing way. Именно поэтому слова Шрилы Прабхупады обладали такой удивительной, убедительной силой. And attract so many people to want to assist him and serve him and helping to spread his mission, which he gradually revealed. И поэтому Шриле Прабхупаде удалось привлечь своей миссии, которую он постепенно открывал там на такое количество людей, которые... Мы вспоминали, как Арджуна принял выдающего Кришны, когда Кришна ушел из этого мира. By remembering the words of Lord Krishna, and by remembering those instructions that were given to him, he was able to find solace. Вспоминая наставления, которые Господь Кришна дал ему, Арджуна смог обрести утешение. And that solace was from all kinds of mental agonies. Это утешение он обрел от любых беспокойств ума. Not only from all kinds of mental agonies, but also from the way out of the great entanglements, which may embarrass one in some critical hour. Но они не только принесли облегчение различных психических страданий, но и, здесь говорится, он мог найти выход из больших затруднений, которые могут поставить в критический час человека в тупик. In fact, my own experience in coming to Krishna consciousness, as I'm saying, giving a few testimonies of my own experience, I'd like to give another testimony. Я часто делюсь опытом своих первых лет в сознании Кришны и иллюстрирую эту философию своим личным примером, и я хотел привести еще один пример сейчас. And oftentimes people ask me, when did I first meet Srila Prabhupada? Меня часто спрашивают, когда я первый раз встретился со Шрилой Прабхупадой. And my answer is in 1972. И я отвечаю, что первый раз я встретился с ним в 1972 году. And they say, where did you meet him? Где? Спрашивают меня. I said, well, I met him in a bookstore. Встретил его в книжном магазине, сказал, я отвечаю. What was Prabhupada doing in a bookstore? А что делал там Прабхупада в книжном магазине? Спрашивают у меня. He was sitting on the shelf. Сидел на полке. Отвечаю я. Sitting on a shelf in На a полке bookstore. сидел, это как? Yeah, that was my first meeting with Но Prabhupada. именно там встретился, в книжном магазине. I went into the bookstore looking for a book on yoga, saw Bhagavad-Gita as it is, purchased it, and I started reading it. Я зашел в книжный магазин, ища книгу по йоге, и увидел Бхагавад-Гиту, взял ее в руки и купил. And then after reading Bhagavad-Gita as it is, I never even met any devotees. К тому времени я вообще не встречался с преданными. I sent away for two more books. First canto, first volume, Srimad Bhagavatam, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Those were the only books that were available. Прочитав эту книгу, я сразу заказал себе две другие книги. Это были единственные книги другие, которые были доступны тогда. Это была первая песня Шримад Бхагавата, первая часть, и книга «Источник вечного наслаждения», или книга о Кришне. And then I read those books. Я прочитал также эти книги. And then I started visiting the temple. И стал приходить в храм. Gradually associating with devotees, and it's a long story to tell the whole story. It's not really sufficient time. But I gradually started associating with Prabhupada's disciples. Но постепенно, я не буду всю историю рассказывать, потому что она довольно длинная, времени у нас на нее нет, но я стал общаться с другими, с преданными учениками Шрилы Прабхупады. My temple president, who received this letter,
sent a letter to Prabhupada asking Prabhupada to accept me as his disciple. Мой президент храма, тот самый, которому было написано письмо, которое мы прочитали, только что послал Прабхупаде другое письмо с просьбой принять меня в ученики. Prabhupada wrote back a letter to him saying, I'm accepting so-and-so as my disciple. His name now is Ниранджана Das. Now take good care of him. И Прабхупада ответил: я принимаю такого-то своим учеником, теперь его имя Ниранджана Das, пожалуйста, хорошенько о нем заботься. I still hadn't met Prabhupada yet. И к тому времени я еще не встретил Прабхупаду лично. Except for the Bhagavad-Gita and meeting his followers. Кроме как через книгу и через его последователей. The following year I was out distributing his books every day. И в следующем году я уже начал книги распространять Шрилы Прабхупады каждый день. 12 hours a day. 12 часов в день. I still hadn't seen Prabhupada yet. И к тому времени еще не встретился с Прабхупадой. It wasn't easy either. It wasn't easy either. И было не совсем нелегко. But I would pick up Bhagavad-Gita as it is. Но когда мне было трудно, я брал в руки Бхагавад-Гиту, как она есть, and find solace. И находил утешение в ней. It was so meaningful to me. И для меня это было наполнено смыслом. I oftentimes had the most mystical experience. И у меня был однажды очень мистический опыт. That whatever was disturbing to my mind, I would open up the Bhagavad-Gita, any place, and start reading, and it was the answer to my question. У меня был такой мистический опыт. Каждый раз, когда у меня были какие-то беспокоящие меня сомнения или вопросы в голове, то я брал Бхагавад-Гиту, открывал ее наугад и читал, и находил ответ как раз на мой вопрос в ней. Prabhupada was talking to me. Шрила Прабхупада со мной таким образом беседовал. Nobody could convince me otherwise. Никто не мог убедить меня в обратном. Prabhupada was answering my doubts. Прабхупада отвечал на мои сомнения. And Bhagavad-Gita. В Бхагавад-Гите. Krishna's words, Prabhupada's commentary. Слова Кришны и комментарии Шрилы Прабхупады. And because I felt such a strong connection, it would happen again and again. И поскольку у меня было такое сильное соприкосновение, сильная связь с ним, это происходило снова и снова. It still happens. И по-прежнему происходит. But I'm speaking about even before I saw Prabhupada. Я сейчас говорю о времени, когда я еще не встретился с Шрилой Прабхупадой лично. And I was already second initiated, and I hadn't seen Prabhupada yet. Я уже вторую инициацию получил, так как Прабхупада не встретился. Prabhupada sent the Gayatri mantras, and he sent the sacred thread. Он читал мне священный шнур, прислал мне Гайатри мантры. He sent a cassette. He said, listen to the tape, listen to the mantras. Кассету, которую я должен был послушать. Эти мантры записаны на кассете, и таким образом я получил I посвящение. still haven't seen Prabhupada. И не видел Прабхупаду, то есть не встречался с ним еще к тому времени, ни разу. How is that possible? Как это возможно? Because Prabhupada made himself so accessible. He said, I'll live forever in my books. Потому что Шрила Прабхупада сделал себя очень доступным через свои книги и сказал: я буду вечно жить в своих книгах. That just wasn't in 1972 and 1973. Forever, my dear Prabhu's 2016 is included forever also. И не только это относится, эти слова относятся не только к 72-му и 73-му году, мои дорогие Прабху, эти слова относятся к 2016 году также вообще навеки вечные. He's still there. Они по-прежнему там. We can still associate with him. Можете с ним по-прежнему общаться. And in 2016, 50 years later, after 1966, the establishment of the International Society of Krishna Consciousness, one of the biggest concerns I have is I don't see people reading Srila Prabhupada's books. И теперь настал 2016 год, 50 лет прошло с момента основания ИСККОН в 1966 году, и самое большое беспокойство, которое меня терзает сейчас, это то, что я вижу, что преданные недостаточно читают книги Шрилы Прабхупады. It bewilders me. Я вообще не могу это в толк взять. Why? Почему? Something better out there than Prabhupada's books? Что есть какие-то другие, лучшие книги, чем книги Прабхупады? Let me tell you something, Я вам кое-что сейчас скажу, just so you know what kind of a fanatic I am. чтобы вы все поняли, какой я фанатик. In the 1970s, В 70-х годах, when I joined the Krishna Consciousness movement, когда я пришел в движение сознания Кришны, reading meant one thing only. под чтением подразумевалась только одна вещь. It meant only one thing. It meant reading Prabhupada's books. Чтение книг Шрилы Прабхупады, и ничего больше. If you were reading something, Если вы что-то читали, nothing else was in our hands. то невозможно было не читать ничего другого, кроме этих книг. У нас ничего в руках не было. And Prabhupada was convincing us of that. И Шрила Прабхупада убеждал нас в этом. Why? How was he convincing us? Почему нас так в этом убеждал? Because every time we would read one book, another book was coming out.
Потому что как только мы заканчивали читать одну книгу, Прабхупада сразу выпускал вторую, следующую. We used to wait at the temples. When's the next Bhagavatam coming? И мы все приезжали в храм и спрашивали, когда же следующий том Бхагаватам будет напечатан. And Prabhupada every night he was sitting up late at night, 12 o'clock he'd wake up, dictating his Bhaktivinoda purport. И еще Прабхупада сидел по ночам, надиктовывал, 12 часов ночи надиктовывал свои комментарии Бхактивиданты на эти книги. Каждый As день. soon as he finished, he sent us dictation off. Как только он заканчивал диктовать, он отправлял эти диктованные кассеты. My god sister, Mother Isha, that's what her service was. И моя духовная сестра Матаджи Иша как раз и занималась транскрибированием этих надиктованных комментариев. She used to get Prabhupada's cassette as he was translating, and she would transcribe Prabhupada's commentary. Она получала эти комментарии, что Прабхупада диктовал на кассете и набивала их на пишущей машинке. And there was no, there were no computers. В то время не было компьютеров. Everything was typeset by hand. И все нужно было набирать вручную. We had typesetters, we had transcribers, we had proofreaders, we had editors. У нас были все вот эти различные служения. Были те, кто занимались набором, наборщики, были корректоры, были редактора и прочее. And it was an emergency. И мы все понимали, что это чрезвычайно важное и срочное дело. We understood Prabhupada's books, we have to give them to the world. Мы понимали, что нужно срочно дать эти книги Прабхупады всему миру. And not just to the world, but they're also for us. Но не только миру, они также для нас предназначены. And when I was out distributing books in 1974-75, Я распространял книги в 1974-1975 годах. we would just, the only thing we would read was Prabhupada's books. И мы читали только книги Прабхупады, ничего больше. And that, in fact, I think I read, by the time while I was distributing books, Prabhupada had gotten up to like the 7th or 8th canto. К тому времени, когда я распространял книги, Прабхупада выпустил уже 7-ю или 8-ю песенщину Бхагавата. And we were reading from it every day. We would go out, distribute books for 12 hours every day, and then we would take 2 hours in the morning for class, 1 hour in class, and 1 hour for reading every day. И у нас, поскольку мы распространяли книги 12 часов в день, каждый день у нас уходило 2 часа на изучение книг Шрилы Прабхупады, 1 час на личное чтение, другой на лекцию по Бхагавату, которую мы проводили каждый день по утрам. And during that time, I read practically all the Bhagavatams that Prabhupada had translated. За это время я прочитал практически все тома Бхагавата, которые перевел Шрила Прабхупада. And then Prabhupada gave us Chaitanya Charitamrita in 1975. Затем в 1975 году Шрила Прабхупада дал нам читание He Чаритамриты. gave us all 17 volumes at once. Сразу, за один раз, за один присест, все 17 томов. Well, they didn't all come out exactly at once, but they came out quite quickly. Ну, может быть, не все в один присест сразу пришли к нам 17 томов, но они очень быстро были And the devotees were just waiting to devour them. И преданные были готовы просто пожрать эти тома читания Чаритамриты, поглотить их. That's all we read. И именно это мы и читали, And ничего больше. I said, I'm going to reveal how fanatic we were. И я вам пообещал рассказать о том, каким я был фанатиком. One time I remember I was distributing books in a parking lot. Я распространял книги на автопарковке. And I was with a godbrother of mine, and we had to go inside the store. С одним моим духовным братом мы должны были зайти в магазин неподалеку. And there was a big newspaper display before entering the store. Там у входа в этот магазин стояла стойка с газетами. And on the headlines, in big letters, it said ex-President Ford something. I can't remember what it was. И на главной странице газеты мне бросился заголовок крупными буквами написанный «Бывший президент Форда», что-то там такое. And I turned to the devotee who was with me. I said, I don't know about any president named Ford. Was there a president named Ford in America? Я повернулся к моему духовному брату и спросил его недоуменно, а у нас что, был президент Форд в Америке? And then we found out that there was a president named Ford, and we didn't even know he was president. He already became president and left his presidency, and we didn't even know it because we never read newspapers. Мы переглянулись и поняли, что президентство президента Форда, оно как-то прошло незамеченным для нас. Он стал президентом, потом перестал быть президентом, а об этом ничего не знали, пока нам на глаза не попался заголовок этой газеты. We didn't really read Prabhupada's books. Потому что чтение значило чтение книг Прабхупады. There was no question of reading something else if it wasn't Prabhupada's book, because Prabhupada gave us everything in his books. Поскольку Прабхупада дал нам все в своих книгах, то не могло идти речь о том, чтобы читать что-то еще, кроме них. That's how we were brought up. Вот так мы были воспитаны.
But yet sometimes I see that now we're celebrating 50 years, and devotees just don't understand the importance, the relevance of Srila Prabhupada's books. И вот теперь мы празднуем 50-летие, отмечаем 50-летие со дня основания ИСККОН, и преданные, оказывается, не понимают важности чтения книг Шрилы Прабхупады и актуальности этих You want to read other books? Fine. Read all of Prabhupada's books first, and then read other books. Если хотите читать другие книги, прекрасно читайте, но вначале почитайте все книги Прабхупады. But if you don't read Prabhupada's books, you'll be clueless about what Prabhupada really wants for this movement. Но если вы не читаете книг Шрилы Прабхупады, вы абсолютно не будете иметь никакого представления о том, что хотел Прабхупада от своего движения. Of course, you can find a lot from his followers. Разумеется, вы можете узнать много от его последователей. Fortunately, by Krishna's grace, I said my own experience. My first meeting with Prabhupada was Bhagavad-Gita as it is. My second meeting was when I met his followers. Как я сказал, по милости Кришны, я был удачлив в том, что встретился со Шрилой Прабхупадой вначале в форме его книг, а во вторую очередь в форме его последователей. Prabhupada said, I will live forever in my books. Но Прабхупада сказал, что он будет жить вечно в своих книгах. And he wants his followers also to associate with him through his books. И он хочет, чтобы его последователи общались с ним в форме его книг. So, I felt that a very good way to remind the devotees of why we should be celebrating 50 years is to remind them of what Prabhupada came to give us. И поэтому в моих глазах, очень хорошим способом отмечать 50-летие ИСККОН, это напоминать другим о том, ради чего пришел нам Шрила Прабхупада, что он хотел нам дать. Prabhupada even said that his own Guru Maharaj told him that Krishna conscious literature, the publication of Krishna conscious literature, was even more important than establishing temples. И Шрила Прабхупада вспоминал слова своего духовного учителя, который говорил, что публикация книг о сознании Кришны была еще более важной задачей, чем строительство храмов Кришны. The temples may come and go. Он говорил, что храмы могут появляться и исчезать. But books, as long as people have access to the books, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Srila Prabhupada's pure, spotless commentaries. Но если у нас есть доступ к этим книгам, к Шримад Бхагаватам, читанию Чаритамрити и к безупречным комментариям Шрилы Прабхупады на них, which were given to us in complete purity, которые даны были нам в состоянии совершенной чистоты, complete transparency, благодаря его совершенной прозрачности, complete selflessness, полному бескорыстию, in full meditation on the order of his spiritual master and satisfying the Supreme Lord. глубокая медитация, наставление духовного учителя ради того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Krishna is still there. Кришна по-прежнему там. Prabhupada is still there. И Прабхупада там. Therefore, if we really want to celebrate, we should celebrate by rededicating ourselves to hearing from Srila Prabhupada and reading his books. Если уж мы хотим отмечать как-то это событие, 50-летие ИСККОН, то мы должны снова с новой силой посвятить себя чтению книг Шрилы Прабхупады. It's nice that so many other books are available. Прекрасно, что есть много других книг. Prabhupada says right in his books he wants these books to other books to become available. Шрила Прабхупада написал в своих книгах, что хотел бы, чтобы другие книги также публиковались. So it's not Maya that other books are available. Поэтому то, что другие книги есть, это не майя. He says right in his books that he's hoping his followers will produce these other books that he himself wasn't able to produce. Потому что в своих книгах Прабхупада пишет о том, что он хотел бы, чтобы его последователи публиковали другие книги, которые он публиковать сам не смог. But if the foundation isn't Srila Prabhupada's books, we can very easily become bewildered. Однако, если мы не покоимся на прочном фундаменте книг Шрилы Прабхупады, то сможем очень легко утратить ориентиры. We can read so many books. In fact, it's considered to be a cause for fall down. To read so many books and to get so much knowledge. It's like carrying, Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakur describes it like an ass carrying a heavy load. И более того, если мы можем утратить ориентиры, если мы будем читать слишком много книг, то описывается, что чтение слишком большого количества разных книг может также стать причиной падения. И Вриндаван Дас Тхакур говорит в Чайтанья Бхагавати, что такое чрезмерное увлечение чтением книг и накопление знаний сравнивается со ослом, который несет очень тяжелую поклажу на своей спине. Carrying so much books, so much knowledge, but Bhagavat Bhakti Hinasya Jat Bhagavad Hinasya Japas Tapasta Mandanam Lokarajanam. Good, Chapastapa. Apanasya Vadehana Mandanam Lokarajanam. See, I can't even remember the verses.
That if a person is devoid of devotion, even if he knows so many verses. В этом стихе говорится, что если человек лишен преданности Господу, даже если он знает наизусть разные стихи в большом количестве, Even if he's expert in studying all the Vedic literatures. и очень искусен в изучении различных ведических писаний, Even if he takes birth in a great family, a high family or nation. даже если он рождается в очень благородной семье или какой-то возвышенной нации, Even if he performs all kinds of austerities. или совершает разнообразные аскезы, All of these things are like ornaments on a dead body. все эти достояния напоминают просто украшение мертвеца. Without devotion, it's very difficult simply to understand Krishna. Без преданности очень сложно понять Кришну. One can study the Vedas for millions of births and never understand Krishna. Можно изучать Веды миллионы жизней, при этом Кришну не понять. Only by undivided devotional service can we know. Понять его можно только безраздельной преданностью, никак иначе. If we want to learn devotion, we have to hear from Krishna's devotees. Если мы хотим научиться преданности, мы должны научиться этому у преданных Кришны. And if we want to learn how to be devoted to the founder Acharya, we have to hear what he has to say about his mission. Если вы хотите научиться быть преданным основателю Ачарьи, нужно слушать от него самого о том, в чем заключается его миссия. So that we know how to assist him and serve his mission. Чтобы мы могли понять, как помогать ему в его миссии и служить ей. Let us celebrate Ну давайте праздновать 50 years of the International Society of Krishna Consciousness. Давайте отмечать 50-летие со дня основания Международного общества сознания Кришны. And let us celebrate the next 50 years too. И следующие 30 лет тоже можем. Следующие 50 лет можем также праздновать. The next 5,000 И years. следующие 5000 лет также. Prabhupada said that he actually produced his books for the next 10,000 years. Потому что Шрила Прабхупада сказал, что написал свои книги на последующие 10 тысяч лет. It's only been 39 years since he departed. Прошло всего 39 лет с момента его ухода. Only 39 years. Всего 39 лет. Are his books outdated? Что его книги устарели? 39 years after he departed? За 39 лет с момента его They're ухода. not. He's Нет, still there. не устарели, по-прежнему есть. And Krishna's there. И Кришна там. So, just as Arjuna is meditating on Krishna's instructions, И Арджуна, так же как он, медитирует на наставления Кришны, вспоминает их. and he's finding that those instructions that Krishna left behind to him are his way out of entanglement of the material world. И видит в этих наставлениях, которые Господь Кришна оставил ему, путь из этого лабиринта материального мира. We can still go to Bhagavad-Gita as it is, with Krishna's instructions today. Мы можем по-прежнему обращать свой взор к Бхагавад-Гите, как она есть, и сегодня мы также можем получать те же наставления Кришны. And with Srila Prabhupada's commentaries. С комментариями Шрилы Прабхупады. And find solace to have to deal with the problems of life. И обретать там прибежище перед лицом проблем этого мира. I remember when I read this verse not long ago, I was thinking how inconceivable it is to live in the material world without knowing about Krishna. Когда я прочитал, помню, этот стих, недавно мне вдруг пришло в голову понимание, что это непостижимо просто, как можно жить в материальном мире, не зная Кришны. Can't imagine how difficult it is to survive. Вот невозможно даже выжить. If you think that there's nothing behind this, it's all just by chance. Думая о том, даже жить невозможно, думая, что вокруг всего этого ничего нет, никакого содержания, никого стоящего за этим миром. What reason is there for doing anything in this Все world? случайно. Вообще какой смысл делать что-либо здесь, если все случайно? And most people, they don't understand the reason for it. И большинство людей не понимает причины или цели у этого всего. They think the highest thing they can come up with is to enjoy. Единственное, что они могут видеть в качестве цели своей жизни, самое высшее, на что они способны наслаждаться. The highest reason they can come up with is reason to be in this world is to enjoy. Это высший смысл жизни в их глазах, наслаждаться. But unfortunately, as Prabhupada's books reveal so transparently, there's not a very good reason to live. It's just simply to enjoy material life. Но как Шрила Прабхупада очень убедительно и прозрачно демонстрирует в своих книгах, такая цель, просто наслаждаться в этом мире, не очень достойна. Because it doesn't satisfy the self. Потому что она не удовлетворяет душу. But Prabhupada has very kindly given us something higher. Но Прабхупада дал нам милостью что-то более высшее. What is real enjoyment? В чем заключается высшее наслаждение? Bhajaniya parama sukha matrasa sukhatvam.
Prabhupada explains that we experience enjoyment to the degree that Krishna enjoys. Кришна, цитируя этот стих, говорит, что мы наслаждаемся настолько, насколько наслаждается Кришна. And that enjoyment is just so high, so much higher, so much satisfying to the self. И тогда это наслаждение гораздо выше, гораздо приятнее душе. But without knowing that, how can we live? Но не зная об этом, как можно продолжать жить? Without knowing that Krishna is behind everything. Не зная о том, что за всем стоит Кришна. Not a blade of grass moves without Krishna's will. И без его воли даже травинка не может шелохнуться. And taking shelter in Krishna. Не принимая верующего Кришны. In difficult times, remembering Him. И в трудное время вспоминая. I want to end. I wasn't planning on it, but I have it. It's so nice. Я не планировал прочитать следующий отрывок, но прочитаю, потому что он очень привлекательный. What's that? I want to end with something Prabhupada said. Хотел бы завершить это словами Шрила Прабхупады. And because it's actually it's Prabhupada. Потому что это Прабхупада. When I read this, I'm thinking this is classic Srila Prabhupada. Когда я читаю этот отрывок, я думаю, вот этот Прабхупада прям классический. I mean, it's sometimes we think, we have to hear high philosophy. Потому что иногда мы думаем, нужно слушать какую-то очень мудреную философию. There's no way to become happy unless we hear really high philosophy. Невозможно быть счастливым, пока мы не будем слушать какую-то очень мудреную философию. And we think if we're not getting any taste, it's because we're not hearing high philosophy. И мы не получаем вкуса, потому что мы не слушаем эту очень возвышенную философию. Even though we're clueless what that high philosophy is all about. При этом у нас нет никакого понимания вообще о том, что такое возвышенная философия и о чем она. We still think we need to hear it. Но мы, тем не менее, убеждены, что должны ее слушать. That's because we're not hearing realized philosophy. Потому что мы не слушаем философию, подкрепленную опытом, как здесь. Because when you hear realized philosophy, the realization spills out. Потому что когда мы слышим такую наполненную опытом философию, этот опыт переливается на нас. And when you get realization, it's pretty blissful. И когда мы слышим этот опыт, он приносит нам блаженство. So there's a difference between high philosophy and realized philosophy. Есть разница между возвышенной философией и осознанной, наполненной опытом философией. And Prabhupada was just always giving us realized philosophy. И Шрила Прабхупада именно такую философию, осознанную на практике, и давал нам. He was spilling out continuously, exuding his realizations for us to taste. И он источал, постоянно изливал из себя эту философию, вернее, этот опыт, который он передавал нам, и чтобы мы могли наслаждаться. And they're so simple. Это очень простая вещь. They're so accessible. Очень доступная. It's so tangible. You can reach out and touch it. It's like right there. И она осязаема, можно просто взять ее в руки. This is a classic Prabhupada. И вот классический Прабхупада. That's what I call classic Prabhupada. Сейчас я вам скажу, что такое классический Прабхупада. Classic Prabhupada. And Prabhupada, of course, says some pretty high things too. Иногда Прабхупада, разумеется, говорит об очень высоких материях также. But he always says it in a way that it's accessible. Но говорит он об этих высоких материях так, что становится доступно и понятно. I often give my own example of my own realization when I listened to Srila Prabhupada's 1966 lectures in the storefront on Chaitanya Charitamrita. Я часто об этом вспоминаю и говорю, когда я слушаю эти лекции Прабхупады, прочитанные им в этом магазинчике на 2-й авеню по читанию Чаритамрити в 1966 году. Prabhupada was speaking from Chaitanya Charitamrita. He was talking about spontaneous devotional service. Прабхупада говорил о читании Чаритамриты на тему спонтанного преданного служения. But he was presenting it in such a way that it was so accessible. Но при этом представлял это очень доступным образом всем. He always gave examples, so we could touch it. Он давал примеры, и мы могли буквально осязать эти примеры. Relate to it. Мы могли применить их к себе. Да, I want that. я хочу это тоже. That's classic Prabhupada. Вот это классический Прабхупада. His example of classic Prabhupada. How to remember Krishna and become happy. Вот пример классического Прабхупады. Он говорит о том, как помнить Кришну и быть счастливым. Does anybody oppose to remembering Krishna and becoming happy? Кто-то из вас возражает против идеи помнить о Кришне и при этом быть счастливым? There might be somebody here who's opposed to it. Кто-то, может быть, I think most of you are not. Может быть, кто-то из вас против этой идеи, но большинство, надеюсь, нет. No, I don't think anybody's opposed. Наверное, нет вообще никого против. I won't ask if there's anyone opposed.
because I don't want to embarrass you if you're opposed. Я не хочу просить вас поднимать руки, если вы против, потому что не хочу вас в краску вводить. I don't think anybody would be opposed to remembering Krishna and being happy. Но никто, не думаю, не откажется от предложения помнить о Кришне, быть счастливым. Prabhupada says, Прабхупада говорит, if you are convinced that I am part and parcel of Krishna, если вы убеждены, говорит Прабхупада, что вы неотъемлемая частица Кришны, then even there is greatest difficult position of your life, that is surrender. то даже если вы в самом greatest difficult position, то If you are convinced, even in great difficult yes. Если вы убеждены, что Кришна, Бог даже в самых трудных условиях жизни, вот это называется преданием Ему. You know Krishna will give you protection. Вы знаете, убеждены в том, что Кришна даст вам защиту. You try your best. Вы стараетесь изо всех сил сами, You use your intelligence. используйте свой разум. But I believe in Krishna. Но я верю в Кришну. Then even there is greatest difficult position of your life. Oh, excuse me. No, I'm sorry. That's I. Varaha neha pitaro nishingha. If Krishna neglects, no other remedy can protect you. Если Кришна вами пренебрегает, то ничто вам не поможет. No other measure can protect you. Никакие другие ухищрения вам не помогут. Don't think. They said, don't think. Suppose one is diseased. Представьте себе, что кто-то заболел. Many expert physicians treating him. Его лечат очень опытные доктора. Nice medicine is offered. Его лечат лучшими лекарствами. Is that guaranteed for his life? Просто гарантирует, что он выживет. No, that is not guaranteed. Нет, не гарантирует. If Krishna neglects, in spite of all these good physicians and medicines, he will die. Если Кришна не пренебрежет, какие бы доктора его не лечили, каким бы лекарством, он умрет. And if Krishna protects him, even if he has no expert treatment, he'll still survive. А если Кришна защищает, то даже если вообще его никто не лечит, то он выживет. So one who is fixed up in Krishna, Человек утвержден в этом понимании Кришны fully surrendered. и полностью предан ему. And one of the points of surrender is that Krishna will protect me. И один из пунктов предания Кришны – это убежденность, что Кришна меня защитит. Then you're happy. Тогда вы счастливы. Just like the child. Как ребенок. He's fully surrendered to the parents. Ребенок целиком зависит от своих родителей. And he's confident. И убежден. My father is there, my mother is there. Вот отец и мать. So he's happy. И поэтому он счастлив. If you know that somebody is there who is my patron, Если у меня есть такой покровитель, who is my savior, который мой спаситель, are you not very happy? разве это не делает вас счастливым? But if you do everything on your own account, Но если вы делаете все самостоятельно at your own responsibility, и во всем полагаетесь только на себя, are you happy? вы при этом счастливы? Similarly, if you are convinced in Krishna consciousness that Krishna will give me protection, Поэтому, если вы убеждены в сознании Кришны, что Кришна даст вам защиту, and if you are true to Krishna, если вы верны Кришне, that is the standard of happiness. вот это стандарт счастья. You cannot be happy otherwise. И по-другому счастливым не быть That is not possible. невозможно. That is the fact. Это факт. Even in your rebellious condition, Krishna is giving you protection. Даже когда вы восстаете против Кришны, Кришна вас защищает. Without Krishna's protection, you cannot live even for a second. Без защиты Кришны вы не сможете пройти секунду. He's so kind. Он очень добр. But when you admit it, Но если вы признаете это, when you recognize it, then you become happy. если вы признаете и принимаете это, тогда вы становитесь счастливым. Now Krishna is giving you protection, but you do not know it because you have taken your life at your own risk. Кришна сейчас дает вам защиту, но вы об этом не знаете, потому что вы взяли на себя ответственность за свою жизнь. Therefore, He has given you freedom. Вы пеняете сами на себя, и поэтому Он дал вам эту свободу. All right, do whatever you like. Хорошо, давай делай, что хочешь. As far as possible, I'll give you protection. И насколько возможно, я тебя защищу. But when you fully surrender, Но если ты полностью предаешься, the whole charge is to Krishna. тогда Кришна берет на себя полную заботу. That is special. Это особенное положение. That is special protection. Это особая защита, Just like a father. как отец. The child who has grown up doesn't care for the father. He's acting freely. Когда ребенок вырастает, то уже не обращается к отцу за защитой, действует самостоятельно. What the father can do? А что может отец с этим поделать? All right, do whatever you like. Хорошо, делай, поступай как хочешь.
But the child who is fully under the protection of the father, he takes more care. Но когда ребенок находится целиком под защитой своего отца, отец берет на себя большую защиту за него, больше ответственности за него, за его защиту. That is stated in Bhagavad-Gita. В этом говорится в Бхагавад-Гите. Samoham Savabhuteshu, I'm equal to everyone. Он говорит, Самухам Савабхутешу, я отношусь равно ко всем. Nami Dvesha, no one is my enemy. Никто не является моим врагом. How can Krishna be envious? Как Кришна может завидовать кому-то? Everyone is Krishna's son. Или проявлять злонравие, все же сыновья Кришны. That is not possible. Это невозможно. He is friend of everyone. Он друг всех и каждого. But we are not taking advantage of his friendship. Но мы не пользуемся его дружбой. That is our disease. И это наша болезнь. That is our disease. Это наша болезнь. He is friend to everyone. Он друг каждого. But one who is recognizing, he can understand that Krishna is giving me protection in this way. Но человек, который признает дружбу Кришны, может понимать, как Кришна защищает его в конкретных обстоятельствах. This is the way to happiness. Вот так можно стать счастливым. So simple. Очень просто. Prabhupada saying, if you depend on Krishna, Krishna says, I'll protect you. Если Прабхупада говорит, что зависит от Кришны, Кришна обещает вас защищать. But if you act whimsically and take everything in your own responsibility, oh, I'm not going to depend on Krishna. Но если вы за все берете ответственность на себя и действуете по собственной прихоти, и говорите, я не собираюсь зависеть от Кришны, с чего это? Then Krishna says, as far as possible, I'll protect you, but what can I say? А Кришна говорит, ну хорошо, я буду тебя насколько возможно защищать, но что я могу здесь поделать? You're not depending on me, so how can I give you protection? Ты же от меня не зависишь, как я могу тебе дать защиту? You're depending on something else, somebody else, whatever it may be. Зависишь от чего-то, от кого-то еще. We always quote those verses in Bhagavad-Gita, 18th chapter. И мы всегда повторяем, цитируем эти слова из Бхагавад-Гиты, из 18 главы. Кришна says, in all activities just depend upon me and work under my protection. Кришна говорит, о всех делах зависит от меня и действует под моей защитой, покровительством. In such devotional service, be conscious of me. И таким образом, занимаясь преданным служением, осознавая меня. If you're conscious of me, you cross all the obstacles of conditional life by my grace. Если осознаешь меня, то пресечешь все препятствия материальной жизни по моей милости. But if you do not act in such consciousness, Если ты не будешь действовать в таком сознании, and act instead through false ego, вместо этого будешь действовать побуждаемым ложным эго, not hearing me, и не будешь слушать меня, you'll be lost. ты пропадешь. It's just the difference between depending on Krishna and not depending on Krishna. Вот разница между зависимостью от Кришны и независимостью от Кришны. And if we don't know Krishna, what Krishna wants, how can we depend on it? А если мы не знаем, чего хочет от нас Кришна, как мы можем от него зависеть? We were just reading this the other day also in a morning walk conversation with Prabhupada. Мы недавно читали это также на утренней прогулке Шрилы Прабхупады. Prabhupada was explaining, we have to know what Krishna wants. Прабхупада объяснял, мы должны знать, чего хочет Кришна. Because if we don't, then as soon as there's some difficulty, we'll think, oh, I can give this up. Потому что если мы этого не знаем, тогда стоит случиться какой-то трудности в нашей жизни, мы думаем, ну, можно с этим и порвать, в принципе. Prabhupada was actually making that point. As soon as there's some difficulty, we think, oh, I can give it up. Krishna's telling me not to do it. That's why it's too difficult. Krishna is telling not to do it. Yeah. A person will think, imagine, Krishna's telling me not to do it because it's so difficult. И как только какие-то трудности случаются, тогда мы думаем, ну, в конце концов, Кришна же не показывает, это слишком сложно. Все, и поэтому он не хочет, чтобы я это делал, я не буду. So we'll whimsically give something up because it's difficult. И мы по своей прихоти начинаем бросать эти обязанности, потому что они слишком сложны для нас. And Prabhupada was saying, actually, I have it right here. I can tell you what Prabhupada was saying. Я могу сказать, что Прабхупада говорил. And then I'll end. И затем я закончу. Sorry. Извините. I think I have it right here. Wait a minute. Oh, stop that. Yes, I have it right here. Prabhupada says, faith means that you are meant for giving some service to Krishna. Прабхупада говорит, вера означает, что вы хотите оказать какое-то служение для Кришны. You should stick to that service, that path, in spite of all impediments. Что вы должны оказывать служение Кришне какое-то, вы должны придерживаться, продолжать выполнять это служение, несмотря на все препятствия. That is the passing of tests. Вот это называется успешно выдержать экзамен. Generally, just like we are meant for preaching Krishna consciousness. Как, например, мы должны проповедовать сознание Кришны. So there'll be
There may be severe tests, И, может быть, будут суровые испытания на этом пути. but still we shall remain determined. Но мы не будем терять решимости. That is wanted. Это необходимо. There may be so many impediments, Могут быть разные препятствия punishment. и наказания. Still you should do that. Тем не менее, мы должны этим заниматься. That is wanted. Это требуется. That is test. Это настоящий тест или экзамен. Not that as soon as there is some difficulty, I give it up. А не то, что стоит какой-то трудности случиться, все, я все бросаю. There may be severe tests, Нет, могут быть очень суровые испытания, but still we shall not give it up. но мы не должны бросать. We must go on. That is determination. Мы должны продолжать, и это называется решимостью. And then one devotee says, passing the test means executing the order of the spiritual master. И кто-то из учеников спрашивает, выдержать экзамен, значит выполнять указания духовного учителя? Prabhupada said, yes, that is spiritual life. Да, вот это духовная жизнь, отвечает Прабхупада. One has to take order from spiritual master and execute it despite all impediments. Нужно принять наставление духовного учителя и выполнять его, несмотря на все препятствия. That is determination. Это называется решимостью. So, Prabhupada makes that point in those two verses from Bhagavad-Gita. Шрила Прабхупада говорит об этом в этих двух стихах Бхагавад-Гиты. He said one may think that Arjuna had a special benefit, that he was able to have Krishna tell him these instructions directly. Шрила Прабхупада пишет, что можно подумать, что Арджуна была особой привилегией, потому что он слушал наставления Кришны непосредственно. Special benefit. Only Arjuna could get the benefit of following those instructions. Только у Арджуны было такое благо, привилегия слышать личное наставление от Кришны. Prabhupada makes the point. He said, no, that same benefit that was given to Arjuna is available to anyone who reads these words in Bhagavad-Gita as it Но is. Шрила Прабхупада говорит, нет, каждый, кто читает эти слова Бхагавад-Гиты, как она есть, получает то же самое благо, что и Арджуна. And accepts them in the proper disciplic И succession. принимает эти наставления через правильный цикл ученической Then преемственности. we can depend on Krishna Тогда можем зависеть от Кришны. and we can be happy. Мы можем быть счастливы. Even in the face of adversity and difficulties, Даже перед лицом трудностей и невзгод we can be happy. мы можем быть счастливы. If we know that Krishna is always there. Если мы знаем, что Кришна всегда с нами. Prabhupada said, if you know you have a patron who is always watching you, Как Прабхупада говорит, что если вы знаете, что у вас есть покровитель, который всегда за вами следит, are you not happy? разве при этом не будете счастливы? But if you take your life into your own hands, your own responsibility, how can you be happy? Но если вы берете на себя ответственность за свою собственную жизнь, в свои собственные руки, тогда как вы можете быть счастливы? Classic Srila Prabhupada. Это настоящий Шрила Прабхупада, классический. We offer our dandavats to his lotus feet Мы предлагаем ему свои дандаваты и лотосным стопам. and thank him for millions of births, И благодарим его миллионной жизни for what he has given to all of us за то, что он дал нам всем. in his Bhaktivadanta purports. В своих комментариях Бхактиведанты. Let us celebrate Вот можно так праздновать. 50 years of Srila Prabhupada's mercy and compassion on humanity. 50-летие милости и сострадания Шрилы Прабхупады, пролитые на человечество. And let's truly learn what he came to give us Нужно по-настоящему научиться, понять, что он пришел нам дать, by becoming very eager to read his books. проявив горячее желание читать его книги. No time for questions. На вопросы времени нет. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде.